Приветствую вас, дорогие любители Азии! Сегодня поговорим на тему вебтунов. Что же это такое? Ах, кстати, мы говорим о вебтунах, а это, конечно же, виртуальные комиксы. То слово, которое, я думаю, многим знакомо. Комиксы, рисованные рассказы, либо иллюстрированные новеллы. Многие из вас, кто увлекается Азией, стопудово знают, что и в Японии, и в Корее, и даже в Китае, я не побоюсь такого слова, что даже в каких-то тайских странах, есть мангаки, манхаки. В каждой стране называют чуть-чуть иначе комиксы и, соответственно, только не любители Азии. Конечно же, они будут называть это по названию страны. Кстати, здесь, на территории Кореи, любая манха – это манха. Потому что если сказать манга, это будет типа, не очень приличные комиксы. Да, но продолжим. Если когда-то сами по себе комиксы рисовались по большей части от руки, то бишь в бой шли классические инструменты, такие как тушь и, соответственно, замечательные приборы, как перо с карандашом и ластиком, и, конечно же, бумага, то нынче в такой продвинутый век даже такой планшетный вариант считается устаревшим, хотя многие пользуют. Они пользуют уже более продвинутые планшеты, скрин-планшеты, когда вы видите, что рисуете, конечно же, так гораздо удобнее. Но что же такое непосредственно манга, манха и манхва? Если сравнивать их, то можно с точностью сказать, что манга все еще в большинстве случаев черно-белого цвета. Да, они стараются все еще печатать замечательный Jump и другие сборники манги в черно-белом варианте. Но как и в Японии, так и в Корее уже давно есть вебтуны. Если в Японии это самая распространенная сеть LineToon, то здесь, в Корее, я думаю, многие слышали и Naver-Toon, и Duan-Toon, и Nate-Toon. В каждой из этих сетей есть свои вебтуны. Но поговорим о тех самых популярных, что они из себя представляют и что вы можете получить. Начнем с того, как найти их. Открывайте свой замечательный телефон, неважно, будь то iPhone или Android, или даже Windows система. Заходим в поиск программ и вводим просто Webtoon. Да, вам откроется огромное количество вебтунов, не только японских, не только корейских, но и иностранных. Я не говорю о тех приложениях, которые обладают переводом либо оригиналом каких-то замечательных тунов, потому что это, грубо говоря, созданный сервер. Я думаю, многие знают такие, как там ReadManga или что-то в этом духе. Нет, это не совсем вебтуны. Люди сканируют мангу, либо достают ее каким-то образом из оригинала, переводят, либо не переводят, оставляя оригинал, и это доступно вам. Мы говорим о оригинальных сайтах, содержащих оригинальный контент, который иногда платный, а иногда бесплатный. Самые распространенные сети это, конечно же, Naver, Duan, Nate. Еще, конечно, есть Mr. Blue и Reggie Comics. На самом деле этих сайтов здесь дофига больше, я думаю, в Японии тоже, но я говорю о самых популярных, хотя они рождаются как грибы после дождя. Даже у Какао есть свои вебтуны, называются они Какао Page. На этих серверах вы найдете не только комиксы, но и иллюстрированные новеллы и даже рассказы. Все для вас, все для вас. Каждая система индивидуальна. Единственное, что их объединяет, это, конечно же, обновление частое и огромная база всего этого дела, которую вы можете получить как бесплатно, так и платно. В некоторых системах нету point каких-то бонусов, как, например, в Reggie или же Blue, или же в Какао Page. Некоторые вещи доступны в основном даже на бесплатном уровне, как, например, в Найвере. Но бывают и платные, к сожалению, комиксы, а то и, конечно же, ограничения по возрасту. Да, тут такое тоже есть. К сожалению, доступ вам дадут под большим вопросом. Наличие Найвер аккаунта или Facebook аккаунта будет плюсом. С компьютера посмотреть эти приложения будет сложновато, потому что все они строятся специально для самого главного предмета в вашей сумочке. Телефончик. Удобно, не правда ли? Не таскать с собой 10 томиков, а все эти 10 томиков будут у вас четко в телефончике. Весьма удобно, не правда ли? С другой стороны, они не будут тратиться на печать
замечательных комиксов, соответственно, какое-то количество деревьев спасено и даже, в общем-то, чернил. То есть тут есть определенные преимущества. Минус, скорее всего, конечно же, система оплаты для явно не удержавшихся, как я. Но в каждой своей системе есть плюсы. Если, например, в Kakao Page ты можешь, грубо говоря, получать коины, это та система оплаты, каждый день, крутя рулеточку на удачу. В некоторых надо каждый день заходить на сайт, и вам будут даваться определенные поинты, а не коины, и ими вы можете расплачиваться. Но если уж совсем все плохо стало, и вам хочется прочитать продолжение, придется покупать, конечно же, денежку. Тут вам поможет и виза-карта, и, если не ошибаюсь, мастер-карта. Я пробовала PayPal, не вышло. Так что, если вдруг вам понравится какая-то манга, и все бесплатные главы закончатся, вы можете купить их. Кажется, гораздо дешевле, чем заказать, конечно же, оригинальный вариант. Ну, давайте сравним, к примеру. Например, оригинальный вариант в печатной версии, который вы также можете заказать, вам может обойтись в 20 тысяч вон, а то и больше. Это в редких случаях бывает меньше. Если же вы покупаете томик в электронном формате, он будет храниться в вашем приложении, в вашем аккаунте и стоить будет всего 10 тысяч вон. Почувствуйте разницу. Многие, конечно же, делают более доступный вариант своих оригинальных рассказов, то есть это не всегда и 20 тысяч, но, к сожалению, печать непосредственно на территории Кореи очень дорогая, поэтому многие манги уже давно не стоят 3000 вон. Они начинаются от 15, 12 и выше. Чем оригинальнее и популярнее версия, тем, соответственно, дороже. Но как же узнают сами носители языка о таком огромном количестве серверов? Конечно же, за счет рекламы. Как тут не посмотреть после такого? Другие же серверы частенько появляются на Фейсбуке, том самом Фейсбуке, о котором я уже говорила, где, да, действительно уже очень много корейцев. Вся эта реклама, естественно, сосредоточена именно в этих веб-сетях. Даже на Ютубе пару раз была реклама Hanaiver вебтунов. Я периодически скидываю кое-какие вещи либо себе в группу на Фейсбуке, либо к себе на страницу, чтобы вы замечали, что там что-то новенькое, интересненькое получилось. Но продолжим. Вам доступна 1, а то и 5 глав бесплатно. Но что же делать, если вам так интересно? Либо ждать целую неделю, потому что вам каждую неделю должно будет быть доступно хотя бы, ну, что-то бесплатно снова. Как, например, в Реджи каждую неделю, либо каждый день какая-то манга, какая-то глава вам будет доставаться бесплатно. Либо, конечно же, тупо купить. Либо, как это сделала я в Kakao Page, прочитав всю Honey Blood и забывшись о том, что вообще-то надо это дело все оплачивать, ну, захлебнулась в прочтении, было очень интересно. Я ушла, грубо говоря, в кредит, думала, что снимут с телефона, но нет. Каждый день я крутила рулетку, когда мне доставались бесплатные монетки, которые считаются оплатой непосредственно в Kakao Page, и они сразу же минусовались. До тех пор, пока я, видимо, не выплатила сумму за все прочтенное Honey Blood. В других системах я еще пока не пробовала, как что работает, но уже пробовала покупать несколько глав. Я думаю, что-то для себя вы найдете не только на корейском, но и на китайском, на японском и любого жанра. И если реально сравнить, то система чтения тоже разная, потому что вебтуны сразу направлены на то, чтобы вы не терялись в поиске, откуда куда надо читать. Вы просто листаете, листаете, листаете. По многим вебтунам, как вы уже знаете, дорогие любители Кореи, были уже отсняты драмы. Да-да, тот самый мудрец, гуляющий по ночам, про вампирчиков. Да-да-да, Хваран, совсем недавнешние вещи, да, тоже по вебтунам. Угу. Очень популярная, вторую часть уже потихонечку пыталась листать. Потому что реально огромное количество вебтунов стали фильмами, либо дорамами. Это огромная платформа для не только тех, кто явно может рисовать и любит рисовать, и явно видит себя именно в этом. Я не уверена, что в России все еще есть такая система, при том всем, что комиссия уже достаточно давно существует, и наших художников огромное множество, это просто нереально. Но я еще не встречала ни одной системы в России, которая позволяла бы делать что-то на таком же уровне, ну только не считая новелл, да, вот прорисованные новеллы видела.
А вот реально вот так вот вебтун, чтобы человек нарисовал и вот как-то за это еще денежку получил. Если вы знаете об этом, сообщите мне, пожалуйста, это в комментариях, потому что я пыталась найти, я не нашла такую же копию, такой же систему у нас в России. Хотя знаю, что наших мангак, наших комиксистов, наших художников огромное множество. Конечно же, дорогие мангаки, даже здесь рисуют в Сае, либо в редких случаях в каких-то дублированных программах, либо My Brushes или что-то еще вот в этом духе, но, конечно же, основная масса рисует в Сае. Это не займет так много места, как Photoshop, и еще после него его же как бы оригинал, картинка сохранить и так далее. Дико весит, дико. Я ходила в одну из вебтуновских, я, правда, не знаю, к какому именно серверу они относятся, но в одной из вебтуновских кафешек или, скажем так, студий я побывала. Это нереальная атмосфера. Кстати, вот да, просто нереальное ощущение, там пока никого не было, это был вечер, и если вам будет вдруг интересно, я попытаюсь найти какого-нибудь корейского вебтуновца и попытаться у него спросить, как, что, чего и почему, если вам будет интересно. А так, на этом все. Теперь вы знаете, что такое вебтуны. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их мне под видео внизу. Не забудьте поставить этому видео пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч и пока-пока! А у меня еще есть от целых 2 японских мангак автографы, причем весьма знаменитых.